Сегодня у нас необычная задача. Мы будем работать в рамках самоизоляции. У меня есть килограмм куриного филе. И еще моя семья состоит из 4 человек. И я поделюсь с вами рецептами, которые можно приготовить из этого килограмма куриного филе на завтрак, обед и ужин. И чтобы семья из 4 человек, 2 взрослых и 2 детей, осталась довольна. Ну и, конечно, блюда будут, как всегда, простые и, что немаловажно, полезные. Меня зовут Мария Мироневич. Давайте скорее готовить завтрак. Дети меня уже давно просят о пельменях, поэтому я готовлю ленивые пельмени. Добавляю 150 мл кефира. Вы можете взять любую кисломолочку. Следом добавляю одно куриное яйцо. Сразу присаливаю. И совсем немного перчу, потому что дети мои перец не особо любят. Смешиваем жидкие ингредиенты. Добавляю 250 граммов куриного фарша. Это куриная грудка и половинка луковицы. Перемешиваю филе. То есть фарш с жидкими ингредиентами до однородного состояния. Муки я для начала взяла 200 граммов, добавила туда чайную ложку разрыхлителя. Обычно я готовлю на магазинном кефире, а сейчас у меня домашний, поэтому, возможно, добавлю муки. Если добавлю, напишу в рецепте, сколько потребовалось, если больше. Теперь постепенно всыпаем муку и перемешиваем все до однородной консистенции. Водичку я предварительно посолила, она уже закипела, и с помощью 2 ложек отправляем наши будущие пельмешки в кастрюлю. Все очень просто. За это я очень люблю этот рецепт. Дети давно меня пытают, когда я же налеплю им пельменей. И я решила им налепить ленивых пельменей, потому что самоизоляция, самое время немножечко полениться. Таким образом, я люблю все пельмешки, отправляю их в кастрюлю, и варю, собственно говоря, как обычные пельмени. Прошло всего лишь 7 минут. За это время я налепила и отварила наши быстрые ленивые пельмешки. За это время уже прибежали дети, потому что они поняли, что тут творится что-то, что им очень сильно по нраву. Попробовали. У нас очень любят такие пельмени, да и вообще любые пельмени с домашним томатным соусом. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. Обязательно приготовьте, намного вкуснее, чем кетчуп, и готовится за 5 минут. Приятного аппетита! Я уверена, что многие сейчас уже написали, какие пельмени на завтрак. На самом деле, за время диет я привыкла, что если такое что-то есть, то обязательно на завтрак. И, в принципе, моя семья к этому тоже привыкла. Поэтому, если я готовлю пельмени обычные или ленивые, это у меня всегда практически завтрак. А теперь начнем с вами готовить обед. Очень просто, быстро и, как всегда, в одной кастрюле. Нам понадобится всего лишь половинка луковицы. Вы, по желанию, конечно, можете взять больше. Я ее буду нарезать вот таким мелким кубиком. Морковки у меня тоже половинка. Сначала нарезаю на пластины, а пластинки буду нарезать мелким кубиком. Лук и морковку отправляю в разогретое масло на дно кастрюльки. Я добавила 2 столовые ложки растительного масла. И теперь нам нужно просто пассеровать лук и морковку. Вот так аппетитно выглядят овощи. Они отлично пассеровались. Я перчу, конечно, по вкусу. И теперь добавляю 250 граммов фарша. Я его перекрутила тоже немного с лучком, сразу и для пельменей, и для супа. И теперь наша задача перемешать фарш и овощи и поджарить его. Прошло буквально 3 минутки. Вот так аппетитно выглядит наша курочка вместе с овощами. Добавляю 100 граммов кускуса, для того, чтобы наш супчик был густой, насыщенный, нас насыщал надолго. Добавляю воду, довожу общий объем супа до 1,5 литра. Даже чуть-чуть больше у меня получается. Накрываю крышкой, довожу до кипения. После того, как наш с вами быстрый супчик закипит, убавляю огонь до минимального и оставляю на 2 минуты. Прошло 3 минутки, и наш вкусный, красивый, густой, сытный супчик готов. Как всегда, минимальное количество ингредиентов, и супчик получается очень сытным. Это то, что нужно сейчас, когда все мы на самоизоляции и родные часто посещают холодильник. Теперь там будет такой вкусный суп, и они с удовольствием пообедают. И скажут вам большое спасибо. Приятного аппетита! Наш аппетитный супчик на обед готов. Я уже вооружилась ножом, значит, будем готовить с вами ужин. Ужин будем готовить в одной сковороде. Простой, вкусный и очень полезный, что немаловажно. Начинаем. Нарезаем лук мелким кубиком. Морковки у меня половина. Нарезаю ее сначала ломтиками. Теперь нарезаю морковку мелким кубиком. Да, вот такое у меня сегодня морковно-кубическое настроение. В разогретое масло загружаю лук и морковку. Теперь наша задача немного пассеровать овощи.
Я готовлю сейчас на среднем огне. Прошло 3 минуты, овощи немного пассеровались, добавляю 300 грамм булгура. Сейчас я его перемешиваю, потому что перед приготовлением булгур необходимо, желательно по инструкции обжарить с небольшим количеством масла. Что, собственно говоря, сейчас я и делаю. Перемешиваю булгур и овощи. Еще добавляю столовую ложку томатной пасты. Томат тоже необходимо обжарить, поэтому сейчас мы все сразу с вами обжарим. И булгур, и томат, и овощи. Булгур и томат обжарены. Теперь солю по вкусу и заливаю двойным объемом воды. Булгура было 300, воды 600 мл. Накрываю крышкой и оставляю на 15 минут. На ужин у нас с вами осталось полкило куриного филе. И пока готовится булгур, нарезаю его сначала на вот такие полосочки, а потом на небольшие кусочки около 2 сантиметров. Прошло 15 минут, открываем крышку. Как мы видим, булгур сильно увеличился в объеме, за это я его в том числе и люблю. Не только вкусный, но и экономичный. Отправляю наше куриное филе, оставляю его сначала сверху. Теперь солю по вкусу, перчу. Как вариант можно замариновать соевым, но у меня сегодня другой план. Добавляю половину чайной ложки карри и половину чайной ложки копченой паприки. Остается все хорошенечко перемешать. Булгур почти готов, а куриная грудка, вы знаете, готовится тоже очень-очень быстро. Огонь я сейчас убавила до минимального. И еще во время приготовления булгура я добавила где-то 200 мл воды, потому что водички потребовалось немного больше. У меня водичка уже вся выпарилась, поэтому добавляю еще 100 мл. Накрываю крышкой и оставляю до готовности курочки. Ужин готов. Всего прошло 7 минут. За это время курочка у нас полностью приготовилась. И наше замечательное вкусное блюдо в томатном соусе с булгуром и куриным филе готово. Кстати, этого нам хватит не на один день, а на целых 2, потому что благодаря тому, что булгур очень сильно увеличивается в объеме, получается очень много. Отлично, можно на следующий день не думать, что приготовить на ужин. Приятного аппетита! Если вам нравятся такие видео, в которых я показываю меню на день, и, кстати, экономное меню на день, обязательно, пожалуйста, прошу вас, оцените нашу работу, поставьте лайк. Мы очень стараемся для того, чтобы показать, что можно снижать свой вес, вести здоровый образ жизни и готовить при этом обычные, простые, вкусные, что немаловажно для всех, кто сидел на диетах, блюда, чувствовать себя отлично и этим самым кормить свою семью. А вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные и, конечно, очень вкусные видео. А с вами была по-прежнему самоизолированная Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, побольше здоровья.